Добрый день, я рада приветствовать вас на нашем первом в этом сезоне розовом включении. Мы находимся с вами во Фрейлинском садике Екатерининского парка и поговорим о наших розах, артефактах и о том, какие истории они нам сегодня расскажут. Мы находимся с вами перед нашим первым объектом. Это новинка Фрейлинского садика, роза под названием Бланш Флёр. Это ее дебютное цветение, она нарастила прекрасный куст в этом сезоне, вообще у нее большое будущее. Я смотрю, надо сказать несколько слов про нее, потому что она овеяна легендой и сама по себе является легендарной. Эта роза названа в честь Александры Федоровны, супруги Николая I, у которой было такое романтичное домашнее прозвище Бланш Флёр. Она ассоциировала себя с героиней романтического романа в стиле средневекового эпоса. И это название послужило прообразом большого праздника, который проводился в 1830 году и позднее. И отголоски этого мы можем увидеть, например, в Петергофе на коттедже, где висит при входе в коттедж находится герб Александры Федоровны. Это венок из белых роз, пронзенный кинжалом. Этот герб подарил ей Жуковский. И вот в честь нее назвали розу Бланш Флёр. Назвали ее во Франции в 1835 году. И оригинатор этой розы, уже известный нам, я рассказывала про него в прошлых розовых включениях, Жан-Пьер Вибер. Ну, надо несколько слов сказать и про Жан-Пьера Вибера. Он родился в 1777 году. В 12 лет он был свидетелем взятия Бастилии. В 15 лет он был свидетелем казни французского короля Людовика XVI. Позже он вступил в армию Наполеона, был ранен при битвах в Неаполе, пытался устроиться в скобяную лавку работать, но душа, призвание позвали его стать селекционером роз. Он вписал свое имя в историю. Надо сказать, что сам он признавался, что вдохновила его на то, чтобы заниматься розами супруга его кумира Наполеона Жозефина. Был еще один человек, про которого мы рассказывали в прошлом розовом включении, де Семет, еще один известный легендарный французский селекционер, друг Вибера, который потерял свой питомник при Сен-Дени. Он был разгромлен союзниками, англичанами. Сам де Семет приехал в Российскую империю, жил в Одессе, был директором Одесского ботанического сада, а Вибер, сохраняя его коллекцию, которая легла в основу его собственной деятельности оригинаторской, продолжал разводить розы. И сам, мне очень понравилась эта история, Вибер в конце своей жизни своему внуку признался, что в его жизни было две любви. Это Наполеон и розы. И больше всех он ненавидел англичан, как раз тех, которые разорили питомник при Сен-Дени, его друга де Семета, и белых червей, которые съели его розы. Да. Очень романтичная история. Это только вкратце она рассказана, потому что и про Вибера, и про Александру Николаевну, и про историю с Бланш Флёр можно рассказывать долго. Я думаю, что этому можно посвятить даже отдельный какой-то сюжет и не замахнуться ли даже на документальный фильм, как мне кажется. Мы перешли к нашему следующему объекту, это роза Нью Даун. Хочется отметить, что следуем мы не в хронологическом порядке, то есть во Фрейлинском садике есть и старинные розы, и современные, и мы будем вперемешку сегодня про них рассказывать. Эта роза называется Нью Даун, новый рассвет, она выведена в 1930 году в Соединенных Штатах Америки, и по-своему она тоже является легендарной. Во-первых, эта роза, помимо своей очевидной красоты, которую мы не будем сейчас описывать, она является одной из самых популярных роз в мире. То есть, если среди нас есть розоводы, которые имеют хоть небольшую коллекцию роз, скорее всего, в их розовом саду этот сорт есть. И сами американцы, они настолько были впечатлены своим вот этим вот розовым
созданием, что это одна из, наверное, может быть, даже первая роза, которая получила патент на сорт. То есть это патентованная сортовая роза Нью-Дан. Она очень хорошо размножается, она даже живет на своих корнях, то есть она зимует, не обязательно привитой. Она может формироваться и в плетистом, как у нас, и в полуплетистом, ну, то есть в виде большого куста состоянии. И цветет она с июня и до самых заморозков. То есть вот пока снег не пойдет, Нью-Дан будет цвести, она очень благодарная. Не сказать, чтобы уже и очень современная, ей почти 100 лет, но очень устойчивая роза и к атмосферным осадкам, и к заболеваниям, и ко всему. Ну, не просто так, она одна из самых популярных роз на планете и имеет не такой характерный, ярко выраженный запах, как у старинных роз, но аромат у нее все-таки присутствует, что тоже идет ей плюс. Наш следующий объект роза, который называется блумажента. Это такое растение-загадка, потому что в современном мире не то чтобы совсем было известно ее происхождение. Считается, что это старинная роза, просто со временем утратившая свое название. И в 1900 году Ван Гут назвал ее блумажента. Прекрасная, с одной стороны, растение, оно очень красивое, оно неизменно привлекает взгляд вот этим необычным синим, таким темно-пурпурным цветом своих цветков, но при этом у нее есть ряд недостатков, которые, если вы видите сейчас ее в полном размере, очевидны. Она очень большая, очень крупная, могучая роза, у нее большие толстые побеги, которые одревесневают, их трудно укладывать на зимовку, а плетистые розы мы не обрезаем, а укладываем на зимовку всю плеть. При этом она очень хорошо зимует, если удастся ее уложить. И цветет она на побегах второго года. То есть вот она здесь цветет внизу, а наверху она наращивает новую вегетативную массу, которая, если все сложится хорошо и она хорошо перезимует, она будет огромным цветущим кустом. Пока это все ее цветение, но тем не менее даже то, что она нам демонстрирует сейчас, очень привлекательно, я считаю. Представляю вам розу, про которую мы уже говорили неоднократно, мы очень ее любим, и посетители неизменно на нее обращают внимание. Она очень общительная, она привлекает своей красотой. Самое главное, это ее аромат, который чувствуется даже на расстоянии 2 метров. Эта роза называется крокус. Она выведена в 2000 году в питомнике Дэвида Остина, и названа она крокус не в честь одноименного цветка, который мы можем наблюдать весной. Крокус – это фонд борьбы с раком. В Англии он называется крокус Траст Фонд или крокус доверия, и в честь нее этот сорт и был таким образом назван. Это по-настоящему английская роза, она очень хорошо зимует, это важно для садоводов. Единственное, что нельзя ее сильно обрезать. Ее нельзя обрезать как флорибунду или чайно-гибридную. Ей надо оставлять достаточно большой прирост, вырезать только неодревесневшие побеги и позволять кусту наращиваться. Это будет огромный развесистый куст, цветущий с июня по октябрь. В общем, много радости она принесет своему владельцу. И мы ее любим, и наши посетители тоже. Французский селекционер Жен Ривершон обнаружил, а не вывел этот сорт розы, который был назван им барон Жиро де Лейн. Это спот или мутация старинного сорта Юджин Фёрст. И то, что это мутация, то есть чем он отличается от своего первоначального варианта, это белой каемкой, вот этой, которая является ярко выраженным сейчас признаком этого сорта, белой каемкой по краям лепестков этой розы. Это естественная природная мутация. В общем-то, садоводы иногда эту розу у себя держат, но жалуются на нее. Жалуются, что она цветет не каждый год, на довольно неопрятный куст, с чем мы согласны. Но наш барон всегда радует нас цветением, он довольно щедрый, и мы им довольны, и он тоже привлекает внимание и занимает достойное место в нашей коллекции старых роз. Этот сорт не относится к категории исторических роз,
Исторические розы – это розы, выведенные до 1867 года. В 1867 году была выведена чайно-гибридная роза. Это такой водораздел, который разделил мир сортовых роз. То есть то, что до 1867 года старинные розы, после уже современные. Вот это историческая, но современная роза барон Жиро де Лейн. Перед нами сорт, который называется «Сувенир до доктор Ժամен». Он выведен в 1865 году в Лионе, во Франции. И имя оригинатора, который ее вывел, Франсуа Лашарм. Вообще Лашарм – это тот человек, который прославил Лион как розовую столицу мира, подарил ему такую популярность, и в России Лион тоже ассоциировался именно с розами и с розарием. Это прекрасная роза, идеальный чашевидный цветок, она гибрид ремонтантный, то есть она еще поцветет. У нее вот сейчас первое массивное цветение, второе будет менее обильное, но она, тем не менее, уже относится к повторно цветущим розам. Необходимо подумать о том, какого она цвета. В питомниках этот цвет называется темно-красный. То есть, если смотреть старинный каталог роз, это темно-красная роза. Мне кажется, что сейчас мы могли бы ее не так описать. Я думаю, что это цвет темно-малиновый, фиолетовый, винный. Возможно, вот в эту палитру надо говорить, упоминать, когда мы описываем цвет этой розы. Но я хочу, чтобы мы запомнили о том, что такой цвет раньше считался красным, потому что об этом мы еще поговорим, возможно, уже во второй части нашего розового включения.